Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Скоро Новый год. Готовим подарки. Опять я буду шить сумку шоппер с любимыми домиками. Кому интересно, оставайтесь со мной. Поддержите меня лайками, подписками, кто не подписался. И своими комментариями. Теплыми, я надеюсь. Я вырезаю джинсовые кусочки, которые мне понравились. И буду составлять переднюю часть сумки. У меня будет это городок. Вот с такими крышами. На фоне темного ночного неба будет свет в окошках. Все это будет впереди. Сумку с домиками я уже шила, но немножко по-другому. Посмотрите видео, я оставлю ссылочку в описании. Я беру различных расцветок лоскуты, чтобы дома наши не сливались. Итак, составляю полотно нужного мне размера. При сборке полотна я делаю нахлест 5-7 мм, чтобы каждая ткань перекрывала другую, чтобы наше полотно полностью было цельным в итоге. Скалываю все детали и потом прошиваю зигзагом, густым зигзагом. Плотность на 1, а длина на 3. Такое полотно получается. Осталось мне еще немножечко пришить зигзагом. Вот в итоге я все сделала. Полотно собрала, а теперь с изнанки срезаю лишнюю ткань. Она нам пригодится в дальнейших работах. Бора буду делать. Как я уже сказала, что я буду делать ночной город, я нарезала окошек желтеньких, оранжевых и темных, синих и серых, разных, потому что ночью у людей разные окна, где-то выключен свет, где-то включен. Кто-то спит, кто-то еще не спит, кто-то еще с работы не приехал. Вот такой вот пейзаж у меня получается. Все детальки можно приклеить на клеевой карандаш или булавками сколоть. Все детальки я пришила прямой строчкой, делала закрепки, и поэтому можно теперь с уверенностью резать все ниточки, они не распустятся. Вначале я не собиралась крыши делать, но в итоге сделала крыши. 2 елки посадила, луну растущую, как сейчас растущая луна у нас. Мелком помечаю, где мне продолжить строчки зигзагом, чтобы отделить дом от дома, а также низ домов. Передняя часть сумки полностью готова. Я добавила трубы на домики. Кое-где сделала переплеты, продлила дома. Ну а какой же дом без антенн? Наставила антенны, прошила их зигзагом плотным. И кое-где выделила я дома белой строчкой, белой ниточкой, чтобы они не сливались друг с другом. А теперь собираю заднюю часть сумки. Вырезаю карманы. Вот мне понадобились карманы, я хочу пришить их сзади. Он будет функциональный. Поначалу хотела я 2 кармана пришить, но в итоге пришила 1. Так собрала я заднюю часть полотна, все прошила, пришила карман, и вот такое заднее полотнище у меня получилось. Теперь надо все выровнять, сколоть и прошить с 3 сторон. Сделать уголки. Я делала уголки на 6 сантиметров. Совмещала швы боковые, отмеряла по 3 сантиметра с каждой стороны. Вот так получилось снаружи. Мне уже нравится такая яркость. Прям смотрю и радуюсь. Сейчас надо сшить подклад, оставить непрошитым место для выворачивания. Находим центр сумки,
И откладываем по 7 сантиметров в каждую сторону, где будем пришивать ручки. Надо обязательно наживить ручки, чтобы они не сдвинулись. Ручки я уплотнила полотном от жалюзи. Они получились такие плотненькие. На подкладе я также прошила дно на 6 сантиметров и оставила отверстие для выворачивания. А теперь складываем лицом к лицу и прошиваем по периметру. Ручки проходим несколько раз строчкой, чтобы они не отрывались у нас. А для удобства скалываем все по периметру. Я прошила верх сумки, закрепила ручки и выворачиваем теперь. И вот такая красота у нас выходит. Остается зашить техническое отверстие, в которое мы выворачивали, и сделать отстрочку сверху сумки. И вот такой ночной город у нас получился. Я надеюсь, это видео вам понравилось, и вы поставите лайк и напишите комментарий, свое предложение, совет, критику или похвалу. Я не стала картинку привязывать ко времени года. Я могла бы нарисовать здесь снежинки, сугробы какие-то. Пусть эта сумка будет всесезонная. Размер сумки 38 на 45 сантиметров. Это вместе с дном. Длина ручек 37 сантиметров в готовом виде. Всем желаю творческих успехов. Шейте вместе со мной. С наступающим праздником. Всего доброго. До встречи.